Друзья, в этом видео я вам покажу, как из обычных магазинных продуктов приготовить вкуснейший творог с максимальным выходом. Нам понадобится 300 грамм сметаны жирностью 20% и 3 литра коровьего молока жирностью не менее 3%. Я использую цельное пастеризованное молоко с короткими сроками годности. Молоко и сметана у нас должны быть комнатной температуры. Дополнительно пастеризовать молоко нет необходимости, поскольку оно уже пастеризованное. Сметану необходимо хорошо растворить в молоке, так, чтобы у нас получилась однородная масса. Переливаем молоко в 3-литровую стеклянную банку. И в эту же банку выливаем сметану, разведенную в молоке. Очень хорошо перемешиваем. Нагреваем духовку до 50 градусов и выключаем. На дно духовки ставим подставку под горячее и на эту подставку ставим нашу 3-литровую банку. Закрываем духовку и оставляем молоко на 24 часа. После 24 часов молоко очень хорошо скисает и получается плотный сгусток, который необходимо разрезать ножом. Делаем 4 полных глубоких разреза. Для следующего этапа нам понадобится глубокая кастрюля, в которую мы ставим подставку под горячее и банку со скисшим молоком. Наливаем в кастрюлю холодную воду, так, чтобы она закрывала практически полностью банку. Кастрюлю с водой ставим на самую маленькую конфорку и включаем максимальный нагрев, прогреваем воду в течение минут 20, так, чтобы она у нас хорошо прогрелась. И затем включаем минимальную мощность нагрева. На минимальной мощности нам необходимо прогреть творог до 45 градусов. У меня на самой маленькой конфорке с минимальным нагревом творог до 45 градусов прогревается в течение часа. Температуру я контролирую обычным кулинарным термометром. Температуру творога необходимо измерять в центральной части банки. Как только температура творога поднимется до 45 градусов, мы выключаем нагрев и даем кастрюле с творогом полностью остыть в течение не менее часа, а лучше 2. Дальше откидываем наш творог на марлю. Вот такие цельные красивые пласты творога у нас выходят из банки. Марлю необходимо подвесить на 8 часов. Если вы хотите получить более мягкий творог, то творогу достаточно стекать в течение пару часов. Из 3 литров молока у меня получилось более 1,5 килограммов творога и немного более литра сыворотки. Творог перекладываем в емкость. Вот такой красивый творог у нас получился. Этот творог уже можно употреблять, но я рекомендую накрыть творог пищевой пленкой и отправить его на созревание на 12 часов в холодильник. Так он получится еще вкуснее. Вот такой белоснежный, мягкий, вкусный, совершенно не кислый творог получился. Благодаря тому, что творог мы не варили и не перегревали, в твороге сохранились все ценные и полезные вещества –